В сердце кенийской Амбосели 2 десятилетия назад раздался первый крик льва, которому суждено было стать легендой. Его имя — Лункито. Он прожил жизнь, выходящую за пределы обычного для дикого самца льва. И завершилась она на той самой границе, где человек и дикая природа неизбежно встречаются. В 2004 году в Амбоселе родились 2 львенка-самца, братья. Они росли бок о бок, учась охотиться, защищаться и выживать в одном из самых сложных ландшафтов Африки. По мере взросления они начали выходить за пределы национального парка, в земли общин масаев. Именно тогда за ними начали наблюдать специалисты из организации Lion Guardians – «Львиные стражи». Масаи дали братьям имена. Одного назвали Лункито в честь общинной территории Энкита, другого – Амбогга. К 2012 году братья достигли пика зрелости. Они сформировали коалицию – стратегический союз, типичный для сильнейших самцов львов. Вместе Лункито и Амбогга бросили вызов правящему самцу Прайда. И победили. Они захватили одну из самых богатых ресурсами территорий Амбоссели. Здесь было все: буйволы, вода, львицы. Их рыки разносились на километры. Шрамы на морде Лункито — немые свидетели десятков жестоких схваток за территорию. В течение нескольких лет братья правили Прайдом. Они защищали территорию, а взамен получали право на спаривание. Лункито стал отцом множества львят. Его гены распространились по всей экосистеме заповедника. В этот период почти не фиксировалось детоубийств, редкость для львиных прайдов. Коалиция обеспечивала стабильность, безопасность и высокую выживаемость потомства. Это был золотой век его жизни. В 2017 году все изменилось. Группа самцов вторглась в их территорию, и это столкновение привело к гибели его брата Амбогга. Он выжил, но остался один. Ему было около 13 лет, возраст, в котором большинство самцов уступают молодым коалициям. Для одиночного льва правление Прайдом связано с непрерывным давлением со стороны конкурентов. Несмотря на годы, он все так же держался привычных мест и умело адаптировался к новым условиям. Когда силы покинули его, начал ловить рыбу. Когда засуха уничтожила добычу, полагался на своих сыновей. Его младший сын Нгербес вернулся и заботился о нем. Старший сын, уже правящий самец, позволял Лункито есть первым. Это было невероятно редкое явление в мире диких львов. Засуха временно дала ему шанс. Ослабленная добыча была легкой целью. Но когда дожди вернулись, жизнь снова стала борьбой. Лункито постепенно терял силы. Когда-то мощные мышцы стали слабее, движения медленными, а привычная ловкость уходила. Старость давала о себе знать во всем: в шерсти, которая потускнела, и в глазах, где появилась усталость. И тогда он сделал то, чего избегал всю жизнь. Лев не хотел конфликта. Он искал еду. К этому моменту он уже не мог долго преследовать дикую добычу. Его тело больше не выдерживало того, что когда-то делало его опасным. Ночью он пересек границу. Так поступают львы, для которых, чтобы выжить, выбора не остается. Лункито подошел к загону не потому, что искал легкую добычу. Для старого хищника это был самый короткий путь к пище. Его движения были осторожными и точными. Опыт старого охотника не позволял ошибаться. Он понимал опасность, но решил рискнуть. Пастухи поступили так, как поступают люди, когда страх сильнее сомнений. Они знали, как отпугнуть хищника, но в ту ночь был выбран другой путь.
копье в темноте, смертельно пронзившее череп постаревшего льва. Эта битва за выживание стала его концом. Лункито стал самым долгоживущим диким самцом льва, когда-либо зафиксированным исследователями. Его тело забрали сотрудники кенийской службы дикой природы. Жизнь и потомство этого сильного духом короля продолжают оставаться частью истории Амбосели. Для всех он стал примером стойкости и воли к жизни. Его путь продолжался, когда другие сходили с дистанции. Держался, когда возраст и обстоятельства оказывались сильнее. Он не выживал вопреки природе, жил внутри нее до самого конца. Именно так рождаются легенды. Не из слов, а из прожитых лет.